Чумазые мы, конечно, капитально. Всем привет, друзья. Выезжаю я в первый рейс. Сейчас в порту в Польше. Завтра в Швеции. Зацепим прицеп. И поедем в сторону Бода. Искать уже первый снег. Стоим с шефом на паром. Завтра будем уже в Швеции. Ковер вот мой вот таким образом просушивается. Ну, его нормально отжали, поэтому он как бы слегка остался влажным. Все, так везде порядки навел. Поотмывал все, что можно. Ящики поубирал. Сахар был везде рассыпан, блядь. Просто, говорю, нет больше слов от таких засранцев. Ну, останется вот эти вот спальник вверх и стенку. У меня химия осталась самочищу, потому что, ну, она черная. За все время никто ничего, естественно, не делал. Ну, а я, так как мне спать и жить здесь, я не могу, зная, что эта стенка черная, в ней грязи хер знает сколько. Поэтому уже сам отмою. И все, машина будет почти как новая. Вот у меня ништячок новый. Увлажнитель. Можно добавлять с него такой небольшой ароматизатор. И будет всегда пахнуть хорошо. Я его дома уже тестил. Прикольная штука, кстати. Очень даже. На ночь спокойно хватает зарядки. То есть от USB заряжается и пользуйтесь. Вот и прибыли мы в Швецию. Карлскрона. Все в тумане. Выезжаем мы из порта. Но посмотрим, что же будет дальше. Как будет меняться температура по мере моего пути на север. Короче, что-то у меня с дворниками дичь какая-то. Размазывает по всему стеклу. Или это залит туда, я не знаю, масло сливочное, подсолнечное в омывайку. Короче, буду пробовать ее выгонять нахер. И потом прочистить, попробую помыть свои дворники. Потому что, ну, жесть какая-то. Размазывает по всему стеклу, ничего не видно, ничего не понятно. И картинка на видео говняная получается. Ну а мы летим с шефом в сторону Йончопинга. Там зацепим прицеп, он поедет на Драман, а я поеду на Фауске Бода. Подбираюсь я до своего прицепа. Температура та же, как бы 11 градусов, только дождь пошел, конечно же, вообще не в тему. И сейчас вот мы съезжаем за нашими прицепами на L-Gigant. Я посмотрю, что у меня за прицеп, какая резина, как груз там стоит. Ну и все, и в путь. Я там, наверное, приметил мой прицеп. Видите? Я увидел. А почему свой? Потому что шефу должен был Арсений вытянуть прицеп. Да, вон он стоит. Его прицеп там уже. Ну а я поеду за своим. Только вот что-то у меня сомнения, впустят ли меня вообще или нет в это время. Придется мне сейчас сделать 3 часа паузу, потому что только в 15:00 откроется в воскресенье L-Gigant, и я смогу забрать прицеп. Дождался я 3 часов. И алкотест сразу. Вдохнуть, потом въезжаешь. Где-то тут я его видел. Где-то тут, вон я вижу нашу установку. Таких очень редко такие встречаются полуприцепы, поэтому сразу я его вычисляю. Ну что, паркуюсь, зацепляюсь и выезжаю. Зацепил прицеп, погода немножко улучшилась, как отъехал от Йончопинга. Значит, еще один момент, про который говорили в этом тягаче, что тоже топливо он до хрена начал есть. Поэтому также мы проверим. Я сбросил, как выехал с Польши. И сейчас зацепил прицеп. Вес мой небольшой. Где он вообще? Вот мой вес. 9 тонн будет. Ну, 8 тонн. 8 тонн. И сейчас, на данный момент, я проехал 283 километра. Ну, это с учетом, что я с Польши на голове, то есть это в сумме. Я не сбрасывал того момента, как я прицеп взял. Мне это незачем. Но мы посмотрим, как я доеду до Бода и какой будет расход. Сейчас расход 16
17 литров на 100. Но он сейчас, конечно же, вырастет. То есть на голове я ехал с расходом 16 литров. И сейчас посмотрим, сколько у нас получится итоговый результат на финише. Ну и, конечно же, какая будет при этом погода. Заехал на паузу, стоянка возле Вастероса, многие ее знают, Тракстоп. Здесь две стоянки, одна бесплатная, другая платная за забором. Ну и вот на бесплатной теперь стоят биотуалеты, нормальные туалеты закрыты. Вот, платная стоит как-то непонятных денег. Мы сюда иногда заезжаем, когда нам говорят сюда заехать, когда мы не доезжаем до безопасных паркингов с техникой, мы заезжаем сюда в клетку. Вот, там есть душ на платном и туалет. Ну, а здесь вот биотуалеты, поэтому по возможности сюда не заезжайте на выходные. 23 у нас часа. Первый мой рабочий день. Воскресенье. Подходит к концу. Я добрался до паркинга. Тонебро название его. Я думаю, здесь места будет много свободного, поэтому париться я особо не буду. Вон даже стану возле лесовоза, чтобы пахло вкусно деревом. Туалет должен быть открытый. Станем рядом с ним. Значит, проехал я сегодня почти 10 часов вождения у меня вышло. Покажу вам, сколько осталось мне, точнее. — 12 минут. Вот так. И, как видите, на неделю мне осталось 45-43. И расход топлива у меня в конце дня сегодняшнего. Значит, без прицепа я проехал где-то в сумме 250 километров со вчерашним днем. И где-то мой расход, подождите. Вот. 27 на 100. Короче, 21 литр расход топлива. Пока что идет такой. Ну, посмотрим, с каким расходом я приеду в Бодо. Значит, 5 градусов у нас температура. Дальше, что там завтра будет, я не знаю. Я до сих пор не разложил ковер. У меня тут еще внутри бардачок такой полный, да. Я и сумки толком не разложил, то есть я так порядок навел и на этом решил остановиться. Ну, не решил остановиться, уже времени не хватило, получается, потому что поехали на паром. Вот, сегодня с парома туда-сюда, 3 часа сегодня у меня было времени, но я делал видео. Кто не смотрел, смотрите. В воскресенье оно вышло. Напоминание об отдыхе. Буду я стоять 9. Утром, получается, на пароме я начал вот делать, проснулся в 5:30 утра. Паром приплывал в 8 в Карлскрону. И вот я сел его, начал делать, и потом уже продолжил. Ну, там быстренько я все сделал, там съемка была очень простая. Вот. Что еще хотел-то сегодня сказать?
Ну и все, поговорим уже тогда завтра. Расскажу вам новости, расскажу, какие штрафы были в компании за время моего отсутствия. И также расскажу про то, как мне Норвегии дали амнистию. Кто помнит, я говорил, что мне там грозились штрафом. Сколько я там называл-то уже было? 6 тысяч крон мне тогда выписали или сколько? Либо 6 дней тюрьмы. Вот, так расскажу подробнее, что дальше, как развивались события. 8 утра у нас, 3 градуса на улице. И сегодня задача у меня заехать в магазин в Юлу, купить себе канистру складную новую. И средства для чистки стекол. Но еще посмотрю там, может, что-нибудь. Для чего мне новая канистра? Со старой приключилось кое-что. У меня одна стояла сумка, там лежала канистра, что-то там еще по мелочам. Салфетки влажные, салфетки обычные. И в гараж залезли мыши, да, и погрызли там все. Вот так. Именно мой пакет. Ну, может быть, еще что-то, я не знаю. Ну, короче, мышей-то я самих не видел. Может, их все-таки потом кот наказал за это. Но я уже видел, что, ну, говно мышиное. И то, что все погрызено, я еще эту сумку буду пересматривать. Там как бы много чего. Там кружка даже моя, надо все это перемывать будет. Вот. Но канистра была открыта, чтобы она полностью высохла. Я крышку не закручивал, оставил ее открытой. Ну и, конечно же, я канистру не буду рисковать и выкину ее нахер. Залетел я пошопиться. Значит, с одной стороны у меня Билтема, а с другой стороны Юла. Вначале пойду в Юлу, канистру куплю себе и покажу вам. Вот что я себе приобрел. Насадки с шипами на ботинки, чтобы не падать зимой. Все время их забываешь, а потом, когда хочешь их купить, бегаешь, ищешь уже в разгар зимы. И нигде их нет, либо какие-нибудь дорогие. А так 10 евро. Чуть-чуть меньше даже там выйдет. 8, может быть, с половиной. Ну и сейчас канистру я поищу еще. Вот я ее нашел. То же самое, 99,90, как, собственно, я дал за эту штучку. Кстати, эта штучка фирмы той, которая у меня ботинки зимние. Ну, не зимние, а рабочие. И вот канистра. Канистра, кстати, на 10 литров. Точно такие же есть насадки, только другой фирмы. Противоскользящие на обувь. И цена точно такая же, 99,90. В основном по ценам Билтема и Юла с собой не конкурируют, поэтому спокойно можно все, что видите, покупать. Наконец я нашел то, что искал. Там около 2 евро стоит банка, 750 миллилитров для чистки окон. Потом расскажу, как она, хорошая или оставляет разводы. Ну вот, что у меня вышло, 25 евро, чуть-чуть там даже меньше, да. Канистра 10 литров для стекол, микрофибры купил новые, выкинуть нахер все старые, ну и насадки на башмаки. 11 часов дня, понедельник. Подъезжаю к Сунсволлу. 4 градуса у нас. Погода хорошая. В плане, что нет дождя. Вот. Ну и посмотрим сейчас. После Сунсволла я уже поеду в сторону 45-й дороги по 331 на Искость. Ну и там должно уже что-то у нас поменяться в плане обстановки вокруг. Посмотрим, как оно там все будет. А я сейчас заеду в Сунсволле на мойку, которой клиентами мы являемся. Схожу в душ, возьму там бесплатного шоколада горячего и отправлюсь дальше в путь. Следующая остановка у меня будет в городе Хотинг. Там я буду заправляться. В городе Хотинг мы находимся. 14:43, 3 градуса здесь. Снега нету, солнышко светит, все хорошо. Сейчас на заправке проверю цепи, ихнее количество, потому что вроде как одной не хватает. В общем, сейчас все посмотрим, покажу вам, если успею, резину. Если нет, то уже завтра я вам покажу резину, какая сейчас у меня будет резина стоять на зиму на прицепе, на тягаче. Посмотрите, просто какое-то чмо заправлялось.
засрала весь шланг просто в солидол. Сейчас я не знаю, как-то мне нужно будет аккуратненько на ту сторону. Или я, в принципе, наверное, перееду, чтобы я не засирал ни себя, ни машину, потому что не влезть в это дерьмо нереально просто-напросто. Ну и давайте начнем с резины. Вот мой передок. Это оригинальные бриджи. В прошлом сезоне я на ней отъездил всю зиму. Нормальная резина. Ну, как бы ездить можно и очень даже неплохо. То есть есть еще лучше, конечно, я всегда об этом говорю, что лучше есть. Вот моя ведущая. Тоже ведущая хорошая. Это наварка, естественно. Bridgestone Cord, ну, точнее, основа, а уже наварка, я хрен его знает чья. Вот эта фирма какая-то. Тоже прошлый сезон мы на ней катались. Ну, ленивец. Есть ленивец. Тоже нормальный. Главное, чтобы миллиметры были. Так, переходим. Вот мой этот Linglong. Я его менял здесь. Стоит. Хорошая резина. Хорошая. Следующая тоже точно такая же. Без проблем. Рисунок, по-моему, не такой или такой? Нет, такой. Две одинаковые. Так, здесь у нас какая-то другая. Тоже оригинальная. Тоже в целом нормально. Ну и, надеюсь, с другой стороны то же самое. Мы сейчас все увидим. Так, здесь опять Linglong новый. Я менял. Видео я рассказывал про этот Linglong. Так, здесь у нас тоже он же с таким же протектором новый. Ну и тут у нас кто-то стоит, какой-то другой протектор. Вот. В целом резина хорошая получается. Надеюсь, объяснения больше никакие вам не нужны по поводу резины. Значит, конечно же, еще момент, все эти снежинки, горки, все это должно быть. Но я всегда говорю, не в снежинках и горке дело. Они обязательны, но помимо этого у вас должен быть хороший протектор. Вот так вот приходит сюда. Если у вас снежинки, горки могут быть на много резине, но не каждая резина подходит под Скандинавию. Это нужно понимать. Я об этом говорю всегда в видео. Должна быть ламель, разрезы, кубики, вот все, чтобы подходило вам под снег. Так, надо взять бумажку мне еще одну. Что там по литрам, чтобы ровно плюс-минус было, чтобы писать было нормально. Ну и все равно, хоть я и бумажка, но где-то на перчатки попала. Да уж. Ну неужели вот ты увидел, так возьми, протри за собой. Ну нет же. Главное, я заправился, то, что я засрал весь шланг, это как бы наплевать. Ладно, перееду. Пойдем проверим, одна цепь там или две. Так, по-моему, здесь одна. Так, кто-то ее тут, конечно же, круто очень надел не так, как надо. Лишь бы одеть. Да, это одна цепь. Главное проверить вообще, чтобы она была целая. Я в капюшоне, потому что шапку я. Так, два крючка на месте, хорошо. Вот так это будет посправней. Так, есть. Есть. Два крючка, чтобы на месте были. И проверить между всеми звеньями тоже, чтобы у нас все здесь было. Я уже вижу здесь косяк.
Здесь я вижу косяк, и в целом получается эта цепь разорвана. Значит, вот, я не знаю, как это можно было сделать. Как это сделали. И разрыв, где я тут ковырялся. Вот он, разрыв. Сделаю фотки шефу, отправлю. И мне нужна еще одна цепь. Ладно, сейчас в бардачке еще раз посмотрю, чтобы убедиться, что у меня 5 цепей. Вдруг у меня там 6. Да, нужно было это еще делать в гараже, кто-то скажет, но не в гараже, в Польше, но это ничего не поменяло бы. Делал бы я это в Польше или здесь, так как я ждал прицеп, чтобы посмотреть там цепи. Потому что на прицепах они у нас должны быть, но, как видите, их нету. Так, омывайка. Опущу я тягач, чтобы мне было удобней. Ну. Пускайся давай. Где вообще мой пульт? Так. Как-то очень передние подушки медленно опускаются. В V8, в черной, на которой катался, там было очень все быстро. Просто мгновенно клац, опустил, поднял. Здесь же она вообще почему-то, мне кажется... Нет, опустилась она все-таки, да? Но это максимальный уровень, то, что я смог опустить. Ладно. Конечно, надо было мне переодеться, но все как всегда. Значит, вот еще одни ледянки. Одна, дальше не достаю. Одна. Ну, срач какой-то еще. Как раз заодно выгребу с ящика всякое говно. Так, вот этот вот мешочек, конечно, я его не хотел доставать. Здесь должно быть 2 цепи, значит. Ух ты ж, ешь твою раз. Во. Одна. Пейр. Пара. Значит, тут 2 цепи получается. Ё-моё. Так. Здесь что пишет? Аляска название у нас. D20 пилот. Это у нас на... Это новые цепи, поэтому я даже доставать их не буду. Здесь получается 1, а здесь 2. Вот, мешочки, да? Один неподъемный, а второй подъемный. Значит, раз. Так, 1, 2, 3, 4. Ай-яй-яй, какая красивая цепочка. Это одна цепь, походу, на ведущую ось. Огромная. Норвежская. Да, это одна. Или нет? Не, 2 цепи. 2 цепи. Вот это вот супер цепь, ребят. Сейчас я покажу. Раз я уже ее достал. Вот самая тяжелая. С маленькими расстояниями по 3 только звена. Шипы огромные. На этой цепи вы проедете везде.
Крючки целые, но она новая, ни разу не юзанная. Вторая точно такая же, значит, у меня 2 вот козырные цепи есть. Итого я имею 7 цепей. Ладно, я сейчас еще отсюда все-таки выгребу. Может, мне так показалось, но очень тяжелый пакет. Я думаю, там тоже 2 цепи должно быть. Но у меня одной все равно не хватает. Аппарат стоит на заправке. Сейчас мы вам его покажем. Капотник Scania R580 V8. Козырная, конечно, базара нет. Вот в таком вот исполнении. 6:30 вечера у нас. Я подъезжаю к городу Старуман. И здесь мы будем искать закладку. Почти ровно год назад, я там точно не помню, в каком-то месяце было, мы с вами уже находили одну закладку. И сейчас поедем искать другую. Ну, я думаю, уже вы догадались, о чем идет речь. И также, да, я в том году, помимо закладки, я также заезжал в это место, куда я сейчас заеду, и там я брал цепь. Вот, с ACX звонили в эту компанию, там, я не знаю, как они там карифанят или что, и мне оставляли там цепь. Я добирал, которая мне нужна, потому что у меня тоже там были неисправные, в общем, и я себе отобрал все цепи, которые мне нужны для полного комплекта. Ну и сейчас здесь мне оставили... Опа, чуть я не проехал поворот, разогнался немного. В темноте я не понял, то есть у меня ориентир был стоянка, которая зимой закрыта. И я что-то думал, здесь все освещенное, а здесь, оказывается, тоже не освещенное. Ну да ладно. Мы осветим сами. И вот у нас точка. Пойдем искать. А вот и наша закладка. Видите, каждому свое. Кому наркота, кому цепи. Так, сейчас положить ее куда-то надо временно. Здесь я все закидал так по кривому. Не ожидал, что так быстро отреагируют на мою просьбу. Короче, сейчас сюда положу и едем мы дальше в сторону Норвегии. Лечу. 16 минут осталось вождения, время 20:51. Заканчиваю я второй день рабочий без снега. Не смог я его так и найти. И до парковки мне пишет 15 минут и трясутся у меня руки. Сколько там? 20 километров. Ну что, без нарушений долетим или нет? И вот, собственно, ситуация такая, да. Вот по поводу, что там лететь, 90 или что-то. Вот, ну вот ехал я спокойно 83, никого не трогал. И тут понимаю, что с паркингами дальше-то у меня напряженка. И нужно прикинуть, докуда доехать. А доезжаю я конкретно до магазина, я не раз на него заезжал. Это Ика, где можно стоять. Вот. Ну, ты просто что, не вдоль дороги, от дороги, ты не в кармане в таком стоишь. Поэтому вот туда и дохожу, потому что другого варианта не было. И смотрю, 1:15, включаю Google, 1:15 тоже показывает. То есть, поэтому, ну, потому что до этого я ехал без навигации. Навигация у меня целый день выключена. Точнее, не целый день, а со вчерашнего дня она у меня... Короче, она у меня не включалась до сих пор еще. И я понимаю, что надо газовать. На 83 я не доеду. И вот я выставил 89, 1:15, и вот я выруливаю ровненько на время, чтобы не переработать, там не минуты даже. Хоть там и можно там переработать 5-10, но я не хочу. Хочу по максимуму попробовать, чтобы у меня получилось без единых нарушений, без минут, без 2, без 3, без 5.
Ну и вот посмотрим, насколько меня хватит, когда начнут идти снега, со стоянками будут какие-нибудь засыпанные или еще что-нибудь. Поэтому сейчас вот будет первая у нас задача: не нарушить ни минуты. Так, вот вроде бы, да, магазин. Ну что я могу сказать? Все четенько. 2 минуты у меня осталось. Поэтому я спокойно доехал до туда, докуда мне было нужно. И вот станем рядом с этой машиной. Все. Приехали. Без нарушения. Что ж, сегодня преодолел я 780 километров. Без снега пока что. Следующий день у меня будет, и все самое интересное вас ждет впереди. Истории, рассказы, какие машины побили, какие штрафы водители получили. Все, что я смог выяснить у шефа, так сказать. Мои ништячки новенькие. А? Как вам? Все по фэншую, как видите. Ковер застелил и ляпота. Информация для тех, кто ищет работу по Европе. Моему товарищу нужны водители. У него компания зарегистрирована в Польше. Работает он под логистикой Хегельман. Более подробная информация найдете в Телеграме. Переходите по ссылке в описании и в первом закрепленном комментарии. И там вы найдете всю информацию, которую вам нужно. Пишите, задавайте свои вопросы по поводу этой вакансии. Подкрадываюсь я к Юнкердалю. У нас уже сегодня вторник. 2 градуса за бортом. Дело идет к 8 утра. Так как граница открывается с 8, я выехал в 7. Мне было там ехать 78 километров. Погнали на первый подъем. Ну, у меня ленивец, естественно, задран. У меня вес легкий, 10 давит, идет шикарно, резина новая, температурка падает, -5. Ну, на самом Юнкердале посмотрим, сейчас может быть -8, -10 будет. Ну и куда же без наших братьев меньших? Стоят, контролируют, документы там проездные, все остальное. Молодцы, уже с утра на работе. Сопроводят меня до границы, видать, они. Какие-то маленькие они, что-то детеныши, да, наверное. Так, кыш отсюда. Вот такие вот контролеры, впереди подъем, да. Бывают иногда так и засаживают. Да, что вы хотели. Сейчас был бы, если бы сильный гололед какой-то, 30 тонн веса, и все, можно было бы уже не тронуться. Но у меня налегке просто пошел, и все. Без всяких проблем. Ну и вот он, наш таможенный пункт Юнкердаль. Температура, кстати, такая же и осталась, 4 градуса стабильная. 8 утра уже открыто. Ну и сейчас нужно будет мне обратить внимание после прохождения таможни, что там на спуске происходит. Ну и затем уже я просто сегодня, возможно, выгружусь и успею загрузиться. То есть сегодня я и буду возвращаться через этот же подъем. Поэтому нужно будет уже смотреть, что там да как происходит. У нас, кстати, один водитель уже надевал цепи. Да. Но он ехал там, видать, с испугу или как. Потому что вроде как снега особо много не было по камерам. Из рассказов шефов. Но он в подъем не зашел с 30-кой мусора из-за того, что ленивец не поднял. Он даже не знал, что нужно его поднимать. Ну, вот это поляк у нас тут вот такой работал, который кабины засирал. Так ко всему к этому он еще и побил машину. Чуть позже я вам расскажу об этом, будем спускаться. Так вот, ехал он на старой нашей Скании.
И под какую-то заправку он там не влез. Каким-то образом, короче, он расхерачил люк и верхний спойлер. К сожалению, фоток у меня никаких нету, поэтому ничего не покажу. Едем дальше. Следующая ситуация у нас была в компании. Водитель ездил на этой машине. Второй засранец, который засирает кабины. И он снес в этой Scania зеркало. У меня стоит полностью новая вся стойка. В туннеле, как он рассказывал, что разъезжался он с Гертекой, и Гертека ему зеркало снесла. При выезде из тоннеля он вызвал полицию, составили протокол, и он поехал дальше. Еще один моментик был у нас тоже с Александром. Александр в туннеле разъезжался с Норвегом. Ехал он с Нарвика до Фауски. И там тоннельчики такие узкие и невысокие. И в одном из них с Норвегом разъезжался, слаживали зеркала и где-то цепанул прицеп. Но у нас тоже это было на старом тягаче. Но там у нас неправильно отрегулирован уровень пола в тягаче. Он задран, да? А прицеп, наоборот, на резине ниже. У нас везде стоят 65-ки колеса, а там стоит 55-ка. И, в общем, что получается, вот передняя часть прицепа задрана. Ну и вот у него он цепанул немного, повредил. Я еще сам не видел тоже, как у него и что там. Ну, говорит, там как бы немного. У шефа была ситуация. Так, снегопосыпалка. Вот видите, едет передо мной и посыпает. Шефу дали штраф. Он стоял в Бодо под магазином, выгружался. Ему подъехали, получается, эти самые, как таможенники. Проверили и нашли у него 2 бутылки вина и там несколько банок пива. Влепили за это ему 400 крон штрафа. Ну, как бы немного, но все равно. Что, ты меня пропускаешь или что? Я что-то не совсем, если честно, понял, что ты делаешь. Наверное, типа пропустил. Ну и он давай с ними как бы, ну, разговаривать, так типа, вот, а если я в магазине в Норвегии куплю пиво? А вот если пойдешь в Норвегию в магазине купишь, и будет у тебя лежать в кабине, хоть ты водитель, то это ничего страшного. Ну вот они ему так прямым текстом и ответили. Ну, типа, правило для всех одинаково, во всех странах Европы и в Норвегии в том числе, что у водителя в кабине не должно быть алкоголя. Ну вот как-то так. Значит, еще один штраф получил водитель. Это все тот же, который засирал кабину, который попытался сделать кабриолет старой Scania. Он... Место я забыл, где это было. В общем, ситуация такая, что он ехал, знаки стояли 70, он ехал 80, и затем стоял знак 50, ремонт дороги. И за ним сзади ехала просто полиция на нетрафарированной машине, на гражданской. И все, его свели и влепили ему 4000 крон штрафа. 4000 норвежских крон. То есть, ну, 400 евро ему дали штрафа за такое нарушение. И как бы он еще отделался легким испугом. В Норвегии за такое вообще могут забрать права. Какие еще есть новости? Больше вроде бы я все рассказал. А, да, фирму также проверили. Именно это уже было в Польше. Там раз в год транспортная инспекция проверяет выборочно компании. Ну и вот нашу компанию тоже проверили. И тоже там какой-то штраф получили за мелкие все нарушения. Вот, поэтому теперь мы делать будем даже за переработку минута, 2-3 будем писать, распечатки слаживать. Это именно для польской, потом вот этой ежегодной инспекции, чтобы потом не было никаких косяков. Красота, да? Беленькие пейзажи наши. Что-то я разогнался сильно.
Скользковато на спуске, могу сказать. Дальше посыпалка не доехала, я ее обогнал. Ну, в целом идет хорошо, уверенно. Поэтому я как бы смело и еду 60 целых километров в час на спуске. Значит, просили и неоднократно видео сделать про спуски с подъемов. Ну, немножко подождите. Я постараюсь подсобирать разные виды спусков, ну, куда я буду ехать. И сделаю такое видео. То есть, в целом, что я делаю за рулем на спусках, так сказать. Ну, здесь, как видите, вот я еду 80 со спуска уже. Вот, потому что, да, скользковато, то есть, если нажмем на тормоз, нас подтягивает, но не страшно. Вот, кстати, здесь опять у нас начинается посыпуха, как-то очень странно. Да, кстати, еще один у меня сейчас спуск более круче будет, поэтому я побольше скину скорости. Но здесь как бы крошка посыпана, поэтому мне особо это не нужно. Ладно, не буду я сейчас о спуске, чтобы не спойлерить вам видео будущее. Вот. В целом, такие вот у нас новости на фирме за время моего отсутствия. Дмитрий приезжает на работу через 2 недели, и мы будем уже как бы полным составом белорусов работать сейчас эту зиму. То есть Арсений новый водитель, Дмитрий и я. Ну и шеф с нами будет кататься, я так понял. Вот так выглядит у нас на спуске дела при выезде из тоннеля. Туннель остался где-то сзади. Так, там кто-то что-то чистит. И мне сейчас нужно заехать на весы. Зачем? Чтобы я четенько знал, что у меня с нагрузкой по осям. Правдивая, неправдивая. Сейчас посмотрим. 12,7. Вот посмотрим, что сейчас будет на весах. Транспортники спят, не работают здесь. Ну и хорошо, сейчас спокойно заеду. Ну что, здесь тоже ледик, я могу сказать вам, да? Очень даже такой. Нулевая температура сейчас самая отвратная будет по дороге до Фауски. Ну, может, сейчас там дальше плюс какой появится. Так, здесь щебенка лежит. Ну и смотрим. Во-первых, все оси на прицепе, ой, на тягаче, и передком становимся в начале, где мой передок. 4, 6, 4. Так, что ты мне показываешь, я не понимаю. 4,5, 4,8 почти, так? Отлично, когда больше показывает, это хорошо. Поехали, ведущий. Так, ведущая 10,5, 10,6, 10,5. Тоже хорошо. Прицеп. Так, я там не попал на него. Чуть назад дам. Ну, в целом... Одиннадцать и 7. У меня пишет 12,7. Получается на сколько? На тонну, да? Правильно? 12, 11. Ну да, на тонну. На тонну хлусит. Тоже хорошо. Ну, буду знать, что у меня тонна есть как бы в уме. Поэтому 24 тонны я буду на прицеп смело грузить. Но я сейчас выеду. Заеду в туалет. На Юнкердале, кстати, на границе почему-то не работает раковина, написано объявление. А я рассчитывал на нее. Так, у меня едет машины. И здесь. Выезжать я не буду, потому что скользко. Я сейчас тут буду скрептись, и меня они догонят. Поэтому я лучше подожду, пока они проедут.
Ну и, конечно же, забыл я рассказать главную новость в отношении меня. Кто помнит мое видео, где я рассказывал, что Норвегии хотят меня посадить на 6 дней? Так вот, все. Пришла мне амнистия. Значит, письмо пришло с таким содержанием на норвежском языке из полиции Фауске. Значит, что в связи с отсутствием как-то там доказательств или что-то в этом роде, я вам сейчас вот покажу это письмо, что в связи с отсутствием улик и доказательств дело против меня закрыто. Я никому ничего не должен. Поэтому вот, друзья, в случае каких-то писем пишите в ответ, если вы конкретно не согласны с этим решением. И, может быть, и вам так повезет, как и мне. Вот. Что значит, какое им письмо я писал? Кто не помнит, кто не знает, я писал письмо на белорусском языке. Да, на белорусском языке. Почему на белорусском языке? Потому что мне Норвегии прислали письмо на белорусском языке с кривым переводом. Ну и меня дома не было, мама писала. Мама под мою диктовку на белорусском языке состряпала им письмо в ответ. В чем я написал, что я не согласен, что мои стоп-сигналы при проверке утром они горели, они отказали работать на ходу. И что на ходу я не могу видеть, работают они или нет. На панели приборов в скане у меня ничего не показывало. Также транспортник при проверке тягача, он залазил на ступеньку и смотрел на приборную панель, там ошибок не было. При этом в 2 проверках они так делали, и 2 раза там ничего не было. Вот и все, как я могу на ходу понять днем, что у меня не горят стопы. Ну, это никак, я считаю, невозможно сделать. Каждая проверка, загораешь, они горятся. Вот и все. Такая вот была ситуация. Ну и все. Меня оправдали. Такие вот дела. Что ж, погода превратилась в ужас. Я уже на последней выгрузке. Значит, и, как обещал, покажу вам расход. Вот средний расход на пробег. 1771 километр у меня вышел с Польши до Бода. 24,3 расход у меня. И следующее видео будет у нас о расходе с 30 тоннами мусора на Scania Super. В гору пойдем мы. Так. Я специально себе сбросил бортовой компьютер. Точнее, я его на мусорке еще раз брошу, чтобы было именно полностью от загрузки до выгрузки, какой выйдет расход топлива. Можно считать в зимнее время, что дальше ждет, я не знаю, там местами где-то морозик. Короче, я чувствую, будет лед и снег, и все, что только можно. Вот такой вышел у меня первый мой рейс. Поэтому давайте, накидывайте вопросы, что интересует, что снять. Там у меня идеи есть наперед на видео, поэтому буду потихонечку снимать. Все зависит тоже от времени свободного и так далее. Все, всем спасибо, подписывайтесь, кто не подписан. Также переходите в Telegram, еще раз вас убеждаю. Вот, ну и все, с вами был Федор, канал Траки на Скандинавии, всем пока. Облом вышел у меня с загрузкой. Приехал я туда в 15:00, мне сказали, что сегодня была загрузка до 14:30. Почему, как, мне еще и лучше, поэтому еду я на стоянку и буду стоять до завтра, до утра. Еда есть, пиво есть, красота просто.